Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. У меня скопилось очень много обрезков от штор из ателье моей подруги, она мне все отдает. Разные еще ткани, вот такие вот, это я свои единственные шторы подшивала. Вот такие кружева я в результате не стала использовать. Вот это вот от простыни сына моего из сатина. Очень красивая была отделка, кайма. Сама простыня уже истрепалась, а кайму я оставила, и вот пришло время ее как раз использовать. Какие-то ткани я еще добавила, помимо показанных. Обратите внимание, я складываю, тут не очень заметно, но складываю изнанка к изнанке. Я буду шить за пошивочным швом. Прокладываю, видите, вот у меня большой припуск, а второй делаю вторую ткань пониже и делаю припуск, ну, на ширину лапки я делаю. И в результате потом заглаживаю. Тут у меня ткани очень деликатные, поэтому я утюгом не пользуюсь, разглаживаю вот пальцами. Я почти все пальцы стерла, пока это изделие сшила. Вот, но смотрите, загладила, потом разворачиваю так, что у меня сверху получается и у одной ткани лицо, и у другой ткани тоже лицо. И прокладываю, сейчас вот булавочками скалю и буду прокладывать строчку, ну, совсем по краешку. Получается как джинсовый шов такой. Девочки, я хотела сказать, у меня появился еще один канал на YouTube. Так что я ссылочку оставлю в закрепленном комментарии и в описании к этому видео. Подписывайтесь, буду рада. Там канал, ну, просто обо всем, что не касается вот этого рукоделия, шитья. Мне хочется иногда поделиться со своими зрителями, но не всем нравится на рукодельном канале какие-то вещи за жизнь, про животных, про моих, какие-то про огородные дела. Вот все это я буду делать и рассказывать и показывать на своем новом канале. Для иностранных зрителей я также, как и на этом канале, добавляю субтитры, если кого-то интересует. Конечно же, проходите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии и подписывайтесь на мой новый канал. Я очень вас там жду. Эта заготовка у меня великовата получилась. Вот так с изнанки выглядит. Лицо я вам показала, как джинсовый шов. И я ее решила разрезать пополам, чтобы использовать вот поменьше все-таки вот эти детали хочу. Я буду шить в технике по-яге пишется. Или по-другому еще называется бояджи. Это корейские рукодельницы придумали эту технику, но потом она приобрела очень большую популярность в Японии. Делали из шелка в основном. Но у меня тоже, я стараюсь вот такие какие-то ткани, очень много использую органзы, каких-то таких вот тюлей прозрачных. Короче, использовались шелковые ткани и шились в этой технике платки. По углам платков обязательно делалась вышивка. И эти платки использовались в качестве упаковки для подарков императору. Я не знаю, была ли тогда бумага, или она стоила очень дорого, или ее производство еще не было налажено, или она использовалась чисто по назначению написать что-нибудь, а не сделать подарочную упаковку. Пластиковых пакетов тогда тоже не было. Ну и вообще дарить императору в пластиковом пакете как-то такое себе. Ну и вышивкой, конечно, занимались в то время в основном благородные дамы, которым делать было совершенно нечего. Телевизоров тогда не было с интернетом, детьми няньки занимались, огородами крестьяне. Они сидели только и вышивали подарки императору. Нет, подарки, наверное, мужья придумывали, а женщины упаковку, вот эти вот платки. Машинок не было, это все делалось вручную. Вообще-то, на самом деле, вот эта техника по-яге, она как бы вручную должна шиться. Но я думаю, что ни японские, ни корейские мастера этой техники не возражают против того, что теперь люди используют машинки. Просто изначально, когда они это делали, машинок у них не было. Им приходилось это делать вручную. Слава богу, у нас с вами машинки есть. Так как здесь использовалось много деликатных тканей, то я не пользовалась утюгом, потому что боялась, что как-то запечется что-то, испортится какая-то ткань. Вот здесь кусочек клея был у меня, но я эту часть не использую, она у меня как раз идет в отходы. И
Вообще с такими деликатными тканями труднее, конечно, работать, чем чисто с хлопковыми. И мастера советуют вот такие вот тоненькие очень ткани, которые трудно с ними работать, очень сильно крахмалить. Тогда с ними гораздо легче работать. Но я просто старалась чередовать вот хлопковые ткани с вот такими вот тоненькими, типа органзы и тюля, и все-таки как-то что-то получалось. Из опыта могу сказать, что заворачивать легче более плотную ткань на более тонкую, и также точно ту ткань, которая вот больше швов, ее вниз класть, а ту, которая меньше швов, ее сверху, то есть заворачивать ту, в которой меньше швов удобнее. Я вот такие вот кусочки делала, они все разного размера у меня, поэтому я их сшивала вот сначала просто в какие-то блоки отдельные, но старалась, конечно, потом подгонять их примерно по длине, по ширине, а потом уже сшивала между собой эти блоки. После того, как штора была сшита, у меня возник вопрос, как ее подшивать, потому что я никогда с этим не сталкивалась. Сначала подшила боковые стороны, выровняла все, чтобы у меня все было одного размера по всем сторонам. И вот решила шторную ленту использовать. Подвернула краешек, прикрепила булавками. Это вверх я так отделываю. И прострочу по шторной ленте. Можно было и поуже взять, но я что-то размахнулась, взяла самую широкую. Прошила 2 строчки, сделала по самому краю и по краю нижнему шторной ленты. У меня получилось боковые стороны и верх обработан, остался низ. Мне как раз не хватало длины, чтобы закрыть батарею снизу, чтобы она не выглядывала у меня из-под шторки. Как-то мельчить вот дополнительно вот эти полосочки узкие ткани мне не хотелось, поэтому я купила кружева. Девочки, как я рада, что мне пришлось вот работать, ну даже я не могу сказать пришлось, а повезло работать именно с такими вот красивыми и тканями, и кружевами. Прямо вот такой позитив во время работы всю дорогу меня сопровождал. Потому что, ну, в основном-то, конечно, с хлопковыми, с простенькими какими-то мы все делаем. Ну вот прямо нежнятина получается такая уже. Я прямо уже предвкушаю, что получится. Кружева пришила таким же запошивочным швом, как и все остальное я кусочки между собой сшивала. Девочки, как я рада, что у меня в принципе получилось. И получилось ровно все как положено. И, конечно, эта шторка у меня пойдет не в эту комнату. Она для этого окна очень узкая. Здесь вот 3-створчатое окно, а пойдет в другую комнату, где 2-створчатое окно. Видите, вот здесь вот я показываю, оно вот по ширине вот раз и закончилось. Ну, потому что там, в той комнате, еще не висит карниз, поэтому я и показываю там, где я могу ее повесить и показать. Как же здорово она смотрится, как витражи, скажите. И как раз длина у меня закрывает батарею. Как здорово, что у меня все сошлось и получилось, что я задумала. Это не каждый раз случается. Я думаю, что не только у меня. Не всегда получается, как задумано. Но в этот раз награда нашла героя. Награда — это вот эта штора прекрасная, которая у меня получилась. А героиня — это я. Позвольте представиться, героиня. Я ее шила 4 дня. Ну, не от зари до зари, конечно, но все-таки 4 дня с ней работала. И, слава богу, я эту работу закончила, и она получилась очень удачно. Я не рассчитываю, конечно, что всем понравится, но если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, написать комментарий, подписаться, если еще до сих пор не подписаны на мой канал. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.